Маленькая Норвегия с ее огромными запасами нефти и газа сумела в достаточной мере распределить выгоды от бума ресурсов. В 1969 году открытие нефти под прибрежными водами Норвегии дало начало эпохе процветания, которую никто не мог предвидеть. Но по мере того, как страна поднималась на волне нефтяного богатства, под поверхностью тихо формировался новый вызов. За пределами страны Норвегия стала образцом того, как разумная политика позволяет избежать голландской болезни, проклятия, которое природные ресурсы могут наложить на остальную экономику. Этот вызов коренился не в энергии как таковой, а в тех самых материалах, которые питают современную цивилизацию. Вдруг Норвегия обнаружила ресурс, зарытый на миллионы лет, который потенциально мог навсегда заменить нефть. По мере того, как мир сталкивается с меняющимися альянсами, дефицитом поставок и усиливающимися экологическими кризисами, что сделает Норвегия со своими богатствами? Первый бум. В конце 60-х годов для многих мир все еще видел в Норвегии скромную страну, главным образом определяемую ее суровой береговой линией, рыболовной отраслью и рассеянными сельскими общинами. Открытие огромного нефтяного месторождения у норвежского побережья в Северном море изменило все. Не взрывом расточительства, а тихо и методично проведенной трансформацией. Нефть, обнаруженная под морем, стала чем-то большим, чем источник энергии. Она стала фундаментом, на котором дотошно строилась современная экономика. Норвежские политики и инженеры подошли к этой неожиданной удаче с необычной дисциплиной. Вместо того, чтобы позволить потоку нефтедолларов подпитывать инфляцию и безрассудные траты, они создали систему, рассчитанную на сохранение богатства для будущих поколений. Доходы лились в суверенный фонд, механизм сбережений, основанный на принципе: то, что не расходуется сегодня, может обеспечить завтра. К моменту, когда мир вступил в турбулентность 21 века, Норвегия стояла в стороне от многих рисков. Доходы Норвегии от нефти и газа взлетели до ошеломляющих 125 миллиардов долларов в 2022 году, в 5 раз больше, чем годом ранее. Этот всплеск принес выгоду не только настоящему, он заметно укрепил долгосрочную устойчивость суверенного фонда страны. К 2025 году Государственный пенсионный фонд Норвегии, Government Pension Fund Global, перешагнул отметку в 1,7 триллионов долларов, закрепив статус крупнейшего фонда такого рода в мире. Это не было случайностью. Нефтяное богатство в Норвегии стало площадкой для хорошего управления, прозрачности и бережного обращения. Добыча велась с технологической точностью, регулирование соблюдалось строго, а принятие решений фокусировалось не на квартальных прибылях, а на результатах, которые будут иметь значение десятилетиями. Такая дисциплина выковала не только институты и национальные компетенции, но и культурный рефлекс – думать наперед, добывать бережно и всегда держать в уме, что будет дальше. Однако благосостояние приносит и свои парадоксы. Те самые углеводороды, которые возвели Норвегию в глобальную известность, в изменяющемся мире оказались под давлением. Глобальный импульс к декарбонизации нарастал год от года, подогреваемый доказательствами климатических рисков, технологическим прогрессом и новыми международными политиками. Молекулы, на которых строились школы, больницы и инфраструктура Норвегии, все чаще требовали оставаться в земле. По мере ослабления доминирования нефти как главного экспортного якоря Норвегии возник глубокий вопрос: какой ресурс или отрасль способны заполнить образовавшуюся пустоту? Ответ не заключался в простой замене одного топлива другим, а в повороте к другому виду богатства, к экономике материалов, основанной на стратегических входных ресурсах, без которых современный мир не обойдется. Дефицит по конструкции и по географии. Среди важнейших ресурсов выделялся один ингредиент – фосфаты.
формировавшиеся в ходе медленных геологических процессов на протяжении миллионов лет, фосфаты стали незаменимыми как для продовольственной безопасности, так и для современной техники. Около 90% добываемого фосфата идет в удобрения, тихо повышая урожайность, благодаря которой кормятся миллиарды людей. Без стабильных и надежных поставок целые урожаи могли бы пострадать. Но влияние фосфата простирается далеко за пределы сельского хозяйства. Более очищенные фракции ресурса лежат в основе критически важной современной инфраструктуры – литий, железофосфатные аккумуляторы, LFP, продвинутые полупроводники, солнечные панели и высокопроизводительная электроника. Судьба планетарных запасов этого жизненно важного элемента неравномерна, концентрируя власть и рычаги влияния в руках немногих. На вершине списка стоит Марокко, которому приписывают примерно 50 миллиардов тонн запасов. За ним следует Китай – около 3,8 миллиарда, Египет – приблизительно 2,8 миллиарда, Тунис – около 2,5 миллиарда и Россия – примерно 2,4 миллиарда тонн. Европа же фактически полностью зависит от импорта, не имея значимых собственных запасов. Агропромышленное и индустриальное будущее континента зависит от стабильности и доброй воли этих нескольких стран-поставщиков. Поняв эту уязвимость, Европейский Союз объявил фосфаты критическим сырьем, обозначением не только экономической важности, но и стратегической срочности. В этом контексте фраза «критическое сырье» перестает быть бюрократическим штампом и становится жестким предупреждением. Срыв поставок распространится по продовольственным системам, промышленным цепочкам и усилиям по построению устойчивой низкоуглеродной экономики. Последствия дефицита не гипотетичны, они немедленны и реальны. Одна единственная гавань, один политический шаг или одно геополитическое событие может поставить под угрозу продовольственную безопасность и затормозить технологический прогресс. В этом хрупком равновесии поиск новых источников фосфатов, стабильных, масштабируемых и экологически ответственных, стал не просто коммерческим приоритетом, но и геополитической необходимостью. Зажим сжимается. К 2021 году мировые отношения с рядом критически важных товаров стали ощущаться как медленно затягивающиеся тиски вокруг будущего. Китай, уже державший пальму первенства и в добыче, и в переработке минералов, сменил тихое доминирование на активный протекционизм. Взгляд на север. Глаза мира обратились к земле, сформированной ледниками и тишиной, к месту, где могла бы начаться следующая глава. Тихий поиск под зелеными полями. Рогаланд – не место, которое кричит о своей важности. На юго-западном крае Норвегии это ландшафт мягких холмов, разбросанных деревень и богатых зеленых пастбищ, где коровы пасутся под широким северным небом. Но под этой мирной поверхностью разыгрывалась иная драма. История не о посевах и скоте, а о секретах, написанных в породе, которые ждали своего читателя. Геологи с сейсмическими картами и десятилетиями интуиции подходили к Земле как бухгалтеры к сложной книге. Их задача под флагом компании Anglo-Norwegian Normining заключалась по сообщениям в глубоком бурении в прошлое, извлечении тонких кернов породы, вертикальных записей древней химии, тепла и давления. Идея сначала казалась дерзкой, даже неправдоподобной. Где-то под этими мирными фермами и петляющими дорогами может скрываться хранилище, достаточно обширное, чтобы изменить мировой рынок, если только его удастся доказать. Работа требовала не только технического мастерства, но и сочетания подходов. Тех, кто привык работать в суровых офшорных условиях с нефтью и газом, и тех, кто настаивал на согласовании с землевладельцами и уважении к каждому пастбищу и тропинке.
Буровые бригады устанавливались временными станциями, тихо перемещаясь между пасущимися стадами и опушками леса, часто под наблюдением местных семей, которые оценивают изменения по поколениям, а не по кварталам. Месяцы сменялись сезонами. Первые керны давали намеки: один слой здесь, минерализация там. Но по мере умножения образцов и компиляции данных картина прояснялась. Земля оказалась не просто перспективной, она была выдающейся. То, что начиналось как поиск локального кармана руды, развернулось в открытие целой геологической провинции, простирающейся значительно шире и глубже, чем самые оптимистичные прогнозы. С каждой новой пробой шепот среди геологов становился все громче. Это не локальная аномалия, а находка, способная перераспределить будущее континента. Эти фосфатные отложения, остатки древних морских донов и вымерших экосистем, ждали в темноте, нетронутые и неизвестные, в то время как цивилизации поднимались и падали над ними. Потребовались современные буровые и аналитические инструменты, чтобы вывести их на свет, показав не только количество, но и качество руды, которое могло почти мгновенно изменить зависимость Европы от импортных удобрений. Ключ был не только в объемах руды, но и в ее качестве, и в том, что из нее можно извлечь в промышленных масштабах. Можно ли очистить элементы в этих породах до требуемой чистоты для аккумуляторов следующего поколения, для полупроводников, для удобрений, которые питают мир, не отравляя его? И достаточно ли этого, чтобы иметь значение не только для Норвегии, но и для всей Европы на десятилетия вперед? Но полезные ископаемые – не нефть, которую легче пробурить и оценить. История была далека от завершения. Каждое новое значение требовало верификации. Каждое большое заявление – очередного круга рецензий. Каждое число воспринималось с подозрением до тех пор, пока его не подтвердят медленные, но точные механизмы науки и бюрократии. В тишине, последовавшей за каждым этапом, подлинное напряжение росло не от пресс-релизов или хайпа, а от коллективного осознания. Открытие такого масштаба может оказаться реальным. Превращение камня в систему. Перспектива добывать сокровища Ругаланда была далека от простоты. Во многих уголках мира добыча и переработка этих минералов оставляли после себя предостерегающие примеры: ландшафты, изуродованные отвальными массами, озера, отравленные токсичными стоками. Еще более тревожно, процессы рафинирования часто порождали радиоактивные остатки и долговременные угрозы, которые трудно утилизировать. Их опасность измеряется не годами, а поколениями. Во многих странах снижение качества руды заставляло компании копать глубже, тратить больше энергии и обрабатывать все большие объемы породы, насыщенной примесями, кадмием, ураном и целым рядом тяжелых металлов, которые было бы лучше оставить в земле. Каждая новая шахта несла в себе риск катастрофы, если хотя бы одна мера предосторожности давала сбой. В 2016 году в США произошел кризис. Провал под складом отходов в штате Флорида выплеснул сотни миллионов галлонов загрязненной воды в водоносный горизонт. Рана, которая будет оставаться шрамом регионы десятилетиями. Европейские правила делали такие сокращения неприемлемыми. Норвежский углеродный налог, тихо введенный еще в 1990 году, установил цену на выбросы задолго до того, как это стало модным. Пока другие страны обсуждали стоимость изменений, Норвегия воспринимала это как необходимость, постепенно подталкивая экономику к эффективности и инновациям. Сектор нефти и газа, некогда прославившийся офшорными выбросами, начал электрифицировать свои платформы, питая буровые и насосные установки чистой гидроэнергией, подводимой с материка. Достижение, казавшееся утопичным при первой заявке, но ставшее реальностью. На суше социальная трансформация была не менее драматичной. К апрелю
2025 года 97% всех новых автомобилей, продаваемых в Норвегии, были электрическими. Бензиновый двигатель, некогда символ процветания и мобильности, исчезает из автосалонов, уступая место автопарку электромобилей, работающему на одной из самых чистых электрических сетей в мире. Гидроэнергия, наследие географии Норвегии и инвестиций 20 века, обеспечивает около 90% потребностей страны в электроэнергии, генерируя примерно 23 500 киловатт-часов на человека в год. Это почти в 2 раза больше показателя на душу населения в США и дает норвежской промышленности платформу для переосмысления, которой многие страны могут только позавидовать. Но амбиции Норвегии не ограничиваются ее границами. Под Северным морем страна, по сообщениям, стала пионером хранения углекислого газа в геологических формациях на масштабах, редко достижимых где-либо еще. За 3 десятилетия операторы закачали порядка 25 миллионов тонн СО2 в геологические пласты под морским дном, превращая теорию в практику. Теперь с проектами Longship и Northern Lights Норвегия масштабирует эту технологию, чтобы хранить не только собственные выбросы, но и импортируемые из разных уголков Европы, позиционируя себя как безопасную гавань для углерода в мире, где каждая тонна имеет значение. Момент заразителен. Нормининг, компания в центре норвежской минеральной революции, уже пообещала встроить улавливание углерода на каждом этапе будущей переработки. Элементы полностью интегрированной низкоуглеродной цепочки создания стоимости становятся достижимыми. От добычи и очистки минералов для аккумуляторов до производства удобрений и работы по переработке – все это на сети, питаемой почти полностью возобновляемыми источниками. Долгое время выстраиваемые элементы теперь выстраиваются в цепочку, позволяя Норвегии лидировать не только в добыче, но и в ответственной трансформации. В июне 2023 года на одном из склонов Ругаланда Нор Майнинг объявила об открытии того, что может быть крупнейшим в истории фосфатным месторождением, с оценочными резервами около 70 миллиардов тонн, почти удвоив мировой известный запас за одну ночь. Число казалось мифическим. До этого мировые ресурсы держались на уровне около 71 миллиарда тонн, причем 5 стран контролировали большую часть, а Марокко господствовало и по геологии, и по влиянию. Первые оценки стоимости были захватывающими – до 24 триллионов долларов потенциальной стоимости. Десятилетиями фосфатный рынок был стратегической шахматной доской, доминируемой Марокко и Китаем, а несколько других стран держали второстепенные запасы. Китай в особенности не только добывал, но и перерабатывал большую часть фосфатов, с 2021 года все жестче ограничивая экспорт. В этом открытии также содержались огромные запасы титана и ванадия, металлов, необходимых для аэрокосмической, оборонной отраслей и крупномасштабных систем накопления в электросетях, традиционно контролировавшихся производителями в странах БРИКС. Вдруг способность обеспечивать мир ингредиентами как для продовольствия, так и для аккумуляторов оказалась в руках стабильной правовой демократии. Это было не просто попутным эффектом, это был по сути переломный момент. Одним открытием Норвегия могла помочь обеспечить и производство продуктов питания, и выпуск аккумуляторов, ослабив надвигающийся конфликт между фермами и фабриками за дефицитные минералы. Пирог мог стать больше. Вместо борьбы за все меньшую долю мир мог представить себе изобилие, если Норвегия возьмет на себя лидерство. После нефти до изобилия. Заменить нефть в Норвегии значит не просто сменить источник топлива. Речь о замене основы национального благосостояния, найти то, что сможет стать опорой экспортной экономики, поддерживать социальные расходы и держать страну на передовом рубеже глобальной индустрии.
На протяжении столетия нефть делала это возможным, направляя богатство из-под Северного моря в каждый уголок норвежской жизни. Новая задача – построить вокруг фосфата цепочку создания стоимости, столь же устойчивую и гораздо чище. Это значит гораздо больше, чем выкопать руду. Это требует, чтобы Норвегия контролировала каждый шаг. Добыча, соответствующая высочайшим экологическим стандартам, заводы по производству удобрений, помогающие стабилизировать урожаи по всей Европе, и современные заводы по производству чистой фосфорной кислоты для литий-железофосфатных аккумуляторов. Только рынок LFP-батарей, по прогнозам, должен вырасти с 10 миллиардов долларов в 2021 году до примерно 50 миллиардов к 2028. Гонка, которая будет решаться не только ценой, но и надежностью, прозрачностью и устойчивостью. Норвегия может предложить все три вещи. Но чтобы по-настоящему лидировать, ей нужно доказать не маркетингом, а измерениями, что обещания реальны, что отходы надежно контролируются, источники воды защищены, сообщества дали согласие, и что каждая возможная эмиссия захватывается и хранится. Норвегия и правительство нацелены ускорить первый выпуск к примерно 2028 году, стремясь быстро закрепить цепочки поставок, от которых Европа и, по сути, весь мир будут зависеть по мере ослабления доминирования Китая. Если дальнейшее разведывательное бурение подтвердит масштабы находки, видение Норвегии станет историческим поворотом. Европейские автопроизводители и фермеры впервые смогут получать свои наиболее важные входные материалы из расстояния, проходимого автотранспортом, а не через океаны. Это шанс написать новую главу для страны, которая долгое время преуспевала, экспортируя то, что мир наиболее нуждался. 50 лет нефть подгарантировала процветание Норвегии. Теперь ресурс, скрытый миллионы лет, может предложить нечто еще более мощное. Способность накормить миллиарды людей, электрифицировать миллионы и задать стандарт постнефтяной экономики, основанной на чистой электроэнергии и перманентном хранении углерода. Норвегия обнаружила ресурс, зарытый миллионы лет назад. Это изменяющая игру находка, и она потенциально может заменить нефть. Потребность мира в этих материалах не вызывает сомнений. Вопрос в том, захочет ли Норвегия со своим уникальным сочетанием ресурсов, политики и общественной воли воспользоваться шансом, построить первую по-настоящему низкоуглеродную фосфатную экономику и тем самым переосмыслить значение национального богатства в эпоху после нефти. Что означало бы для мира, если одно открытие могло бы обеспечить продовольственную, энергетическую и экономическую стабильность на поколение вперед? Пишите свои мысли в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующем.